Так, всех приветствую. Новое обновление по модификации Game меню. Какие были доработки, правки и так далее. Плюсом небольшое объяснение по работе. Итак, что было добавлено, что было поправлено. В основном были внесены правки и адаптации к и этому самому к игровому меню от экспеншена. Если вы юзаете expansion, то в целом вам ранее просто-напросто логотип мог выскакивать в ненужном месте и так далее. Вот, на данный момент как бы работает все нормально. Вот. Также были добавлены стили, то есть, вот, как видите, здесь есть Witcher, Rust 2, Rust и Resident Evil. Я сразу говорю, что они прям не мега один в один как есть, но плюс-минус, по крайней мере, я с них как бы пример брал, потому и делал что-то подобное. Потому у вас теперь есть возможность выбрать себе стиль. В данный момент я этот юзаю, только здесь единственное включено видео. Также по просьбе нуждающихся была добавлена возможность настройки в офлайн версии. В любом случае вам ее нужно будет настраивать как заготовку, да, то есть вы можете здесь что-то отключить, что-то включить и так далее. Но в случае, если у вас данная функция отключена, то есть не использовать JSON файлы, вот JSON настройки, то тогда у вас просто по дефолту будет работать ваша настройка, которую вы внесете. Далее уже по настройкам логотипа вы меняете размер, здесь в процентах соотношение высота, ширина и соответственно к экрану прописываете новости, каждую строку просто дополнительно ниже добавляете, прописываете, что вам нужно. Вот. Скажем так, то, что попросили, сделали, да, кнопочки добавляете дополнительные, если они нужны, они будут появляться в виджетах. Типа это все сделано для того, чтобы это все по дефолту можно было настроить. В остальном все также по-прежнему у нас работает JSON файлы, то есть есть у нас настройки, все как положено. Только единственный момент, то что добавилась настройка выбора типа лайаута нашего стиля. Вот, стиль у нас подтягивает название, то есть у нас есть default, это стандартный, который у нас есть вот здесь вот. У нас есть Witcher, Rust 2 и Resident Evil. Также попросили добавить настройку отключения новостей, то есть у нас есть вот новости, и вы можете отключить для того, чтобы вообще окошко новости просто-напросто пропало. Вот, и таким образом они у вас отображаться не будут. Вот. В остальном, как это все дело у нас работает, как это все дело настраивается, обратно же я вам только что настройки показал. То есть у нас есть гейм-меню. Ой, это не то. Стоп. Не туда залез. У нас есть... Обратно не туда полез. Это что ж такое? Профайл. У нас есть папочка с настройками. Вот они у нас. Настройка социальных кнопок. То есть кнопочки для перехода вне сайта. Да? Вот такая она у нас. Здесь она у нас не отображается просто-напросто. Они появляются потом в дальнейшем. Далее настройка серверов, то есть вы добавляете свои списки серверов, они у вас отображаются. На данный момент для теста выведен local. Для себя вы тоже можете добавить, в принципе, менюшку, и таким образом вы к себе на сервак сможете заходить у себя на тачке, если вы у себя запускаете и используете свой мод на меню. Настраиваете новости, если она у вас включена, то у вас будет отображаться табличка с новостями. Настройка логотипа, путь к логотипу, высота и ширина логотипа. Это у нас подсказки и генеральные настройки, о которых мы только что говорили. Да? То есть видеофон включаем или выключаем, музыку включаем или выключаем, картинку на фоне включаем или выключаем, кнопки музыки. Это если мы их отключаем, то у нас вот здесь просто кнопочка появляется, мы просто глушим музыку, вот, если она у нас выключена. На данный момент у нас JSON файлы отключены, потому как бы эта функция сейчас не срабатывает.
Вот, выбираем картинку на фон, вот, если используется, и далее уже скрины настройка и скрин смерти. Вот таким вот образом оно работает. При переходе на сервак, при выборе играть, у вас появляется окошко. Вот, выбираем сервер, переходим на сервер. В принципе, далее уже всем известная информация, я так понимаю. Что нам нужно? Нам нужно сейчас протестировать работу. Мы берем, меняем false на true, сохраняем, пакуем это дело. Есть, и запускаем. Сейчас на данный момент у нас включена JSON настройка, это означает, что вся информация будет подтягиваться отсюда. У нас на данный момент используется layout раз-два, и свои как бы параметры, включая то, что у нас надо было выключить. Давайте. Они у нас. Давайте мы их включим, чтобы они у нас появились. Не успел он там запуститься, нет. Нормально. Видеофон, наверное, просто его выключим, сохраним. О, отлично, успели. В целом, эту всю информацию в JSON можно менять во время работы уже сервера. То есть вы по факту на рабочем серваке можете внести информацию по новостям, по подсказкам и так далее. Игрок, когда заходит на сервак, он подтягивает эту информацию. Соответственно, если вы поменяете здесь тип лайаута для игрового меню, то, соответственно, когда игрок будет заходить, вот, после того, как его выбросит в меню, лайаут у него поменяется, и у него уже будет совсем другое меню. Так что имейте это в виду. Вы можете по факту на ходу это все дело подменить, вот, для себя, и как бы таким образом даже сам заходить, выходить, тестить, проверять и так дальше на рабочем сервере, не перезапуская его. Но в данном случае, если у вас JSON config enable, да, если он у вас включен, так, запускаем. Да, вот эти все настройки по умолчанию, да, ваши загрузочные экраны, то есть картинки, которые вы используете, в вашем случае фоны и так дальше, это желательно все подготовить заранее. Вот, для того, чтобы и прописать их здесь, либо подменить эти картинки на свои, потому что вы должны понимать, что при первом заходе игрока у него подтягивается информация с клиента, а не с JSON, потому что с JSON он получает уже информацию после того, как входит на сервер, при входе на сервер. То есть первая информация, которую он видит, и логотип и так далее, это все идет с клиента, соответственно, вы для начала первый раз вы должны сначала настроить именно клиент. Далее уже пляшете от того, что вам нужно там подменить, заменить какие-то скрины, экраны загрузки и так дальше. Это уже на протяжении, в принципе, жизни сервера вы можете это все дело менять, переписывать. Оно будет работать, в принципе, в автономном режиме. Синхронно с сервером при входе игрока он будет просто подтягивать на себя информацию. Так, у нас на данный момент используется layout раз-два. Ну, скрины по стандарту, видео у нас выключено, музыка у нас включена, кнопки музыки у нас включены. То есть у нас... у меня бэкграунд отключен, видео отключено. Это у меня сейчас должен появиться стандартный экран. Если видео отключено и бэкграунд отключен, то есть картинка данная не используется, значит включится стандартный экран. Я сюда не выводил, я просто сделал факт. В данном случае в скрипте, то здесь у нас можно вот включить default background. То есть если он включен, видео, бэкграунд и
Вот default background и видео background отключены, а vanilla background включен, то тогда у нас просто потянется ванильная заставка, там где персонаж стоит. Ну, в данном случае как раз сейчас это дело у нас покажет. Зашел на сервер. Есть. Логотип немножко растянутый. Тут, в принципе, можно, если что, вдруг подправить. Сейчас мы выйдем, убедимся в том, что точно все правильно, потому что еще такое может подтягивать информацию. Так, тут все хорошо. Я забыл заменить layout. Сейчас я это дело в одной поправлю. Где оно у нас? Вот он у нас. Здесь проценты, а тут быстрее всего, что нет. Забыл подтянуть. Вот, суть. То есть у нас сейчас появились кнопки, у нас выводится информация по новостям. Вот у нас есть кнопочки. С переходом в определенные настройки появляется обратно все то же окошко. У нас здесь на фоне ванильная заставка, переключение музыки. У нас мод включен. Остановка, включить, ну и так далее. Вот таким вот образом оно работает. Каким образом это все дело подтягивается, как информация подтягивается, допустим, обратно же напомню, что подтягивается она в момент, когда у нас игрок заходит на сервер. Мы вот сейчас меняем layout, я ставлю, включаю background, сохраняю, кнопки музыки мы оставляем, все остальное по факту нам не нужно. Все, мы заходим на сервер, на локальный. И зашли, выходим. Все, у нас уже другое меню, у нас на заставке картинка, и точно так же есть настроечки и так дальше. То есть это все дело обратно же работает. Кнопки работают и так далее. Все примерно вот так вот все оно, это дело настраивается. Вы по факту все это дело можете настроить в момент, когда сервер уже работает. То есть по факту вам нужно настроить заготовку, то есть установить свой логотип, установить его размер соответствующий, который вам нужен. Вот, настроить, грубо говоря, новость и так дальше. Обратно же, если вы будете использовать JSON, то в принципе новость вам не нужна, вы ее можете здесь править. Вот, либо вообще их отключить. Да, то есть вы здесь ставите false. Как бы описание я оставил для того, чтобы вы понимали, что за что отвечает. Вот, и в принципе все. Вы устанавливаете, выгружаете на сервер, и дальше, если вы используете JSON, то просто-напросто здесь правите и вписываете информацию, которая вам нужна. Вот. Все. Всем спасибо за внимание, всем пока.